Жесинок-арт. Можно в качестве арт-вопроса предложить тему. Вот вы говорили в видео про фильм про женщину-художника, которая уехала, даже ребенка мужу оставила. И просил в комментариях указать, кто знает название. Да, кстати, укажите. Она, по-моему, из Германии во Францию, какая-то немецкая художница уехала, импрессионистов учиться. Я ее в самолете смотрел, она на английском была, я там не все понимал. Какой-то одним именем, по-моему, фильм называется, вот именем ее. А можно, пусть вообще люди посоветуют фильмы про художников, которые их вдохновляют. По-моему, на BBC есть фильм про импрессионистов, какой-то такой художественный, по-моему, мне понравился. Потом «Натурщица и художник», черно-белый, там Рашфор играет, ныне покойный. Подскажите, друзья, про художников фильма, я с удовольствием посмотрю тоже. User VL9, скажите, как быть современным художником, а не оставаться нафталинным, но при этом не скатиться в кичевость. Кичевость. Как же не свалиться? Так не скатываться в кичевость. И нафталин зачем? Зачем нафталин, если можно лаванду, например, повесить? Это красивый запах есть, в порядке. Зачем нафталин? Ну, по выставкам ходить – хороший прием. И отмечать, больше ходить на выставки разные, отмечать классные работы, смотреть альбомы. Можно в библиотеку записаться, сходить, посмотреть альбомы художников, полистать. Потому что, ну, не все можно купить сейчас, наверное, да? Можно все купить здесь, в интернете. Наберите какой-нибудь музей, там, Дорсе, и полистайте. Почему это важно? Потому что мы отмечаем что-то хорошее, зацепит что-то. Ты можешь перенять какой-то, я не знаю, мазок, какой-то прием, какую-то идею, по-новому решить. Как один из литераторов говорил, по сути, ну так, писатель, не литератор, но писатель. Он говорит, по сути, мы же дописываем чьи-то книги. То есть прочитал книжку какую-то, с чем-то не согласен, и дописываешь свой вариант, новый появляется. Кто-то еще почитал, опять дописывает тебя, переписывает по-другому. Да? И так все это размножается. Так и здесь. Посмотрел, например, «Тайную вечерю». Ну, подумал и забабахал свой вариант, как, например, Сальвадор Дали. Посмотрите, у него там Иисус стоит, не отбрасывает тени. Я думаю, что нафталин не проникнет, если мы испытываем жажду. Вот первое – это жажда. Если ее нет, ну как ты, тебя же будут заставлять пить воду, ты же не испытываешь жажды, что ее пить? Так вот она должна появиться. Значит, нужно просто размышлять, ходить в музей, смотреть на компьютере какие-то работы, каких-то авторов, пока ты не почувствуешь вот импульс, вот эту жажду, что-то сделать, что-то дать, над чем-то поработать всерьез. Но не так, чтобы вот на продажу, а вот просто вот для вечности, что ли. И тогда какой тут нафталин? Забудешь про нафталин. И китчевость – это не опыт. Ты же пишешь. Китчевость откуда появляется? Это погоня за интересом зрителя. А для себя это искусство тобой правит, высшее искусство, на которое ты вообще способен заметить его, различить, увидеть разницу между высоким и китчевым. Роман Иванович, 23-35, словил себя на мысли, что из всех просмотренных ваших работ нравятся больше те, которые приближаются к абстракции. Влияние Бато очевидно. Но влияние на меня многие производят художники, и лучшие из них, которые производят влияние, я выкладываю на страничке в Instagram Painting the Best. Заходите туда, и может вам что-то понравится. И вообще расскажите о том, кто вам нравится. Добавим туда, будет больше влияния. Или неизбежный путь художника с дизайнерским мышлением. Но тут же захотелось увидеть натуру, с которой это было написано. Я часто выкладываю и мотив, и натуру. Ну, может быть, не всегда просто он запечатлелся, поэтому
не обессудьте, но очень стараюсь, чтобы вы видели и мотив, и натуру, это очень важно. Особенно в уроках, которые я делаю, там уж, конечно, там не просто фотография, а видео в основном. То есть я на видео снимаю, как пишу, и что происходит в мотиве, тоже на видео. По крайней мере, если бы я становился обладателем такой работы, мне бы этого жутко не хватало, то есть мотива. Да? Мы все знаем, какими иногда удачными бывают палитры во время работы. Это правда. Не вывешивать же их каждый раз в рамы. Но вы, конечно, знаете, что палитры знаменитых художников часто продаются с аукционов за большие деньги и украшают музеи. И одно хорошее правило: если на палитре больше живописи, чем на холсте, то что-то не так. Значит, надо палитру в раму. А бывает зачастую именно так, потому что на палитре делаются замесы, они такие живописные, что прям хочется раз и в раму. Роман Иванович продолжает: где же все-таки та грань, когда информации в работе уже достаточно или еще нет? Это индивидуально, абсолютно. Более того, у нас, у каждого, да, вот это расплывчатая довольно-таки такая граница. Сегодня этот сюжет из палитры вырежу в раму, завтра не вырежу, через год другой сюжет, другая палитра будет просто. Потому что меняется настроение, меняются впечатления, меняются замесы, стиль, движется все подвижно. Поэтому я предлагаю делать разные эксперименты, Роман Иванович. И они должны быть согласованы с нашими ощущениями. Именно поэтому я все время говорю, что я пишу ощущения. То есть предвиделось мне, что сейчас я махнул еще раз, и хочется остановиться. Остановись. Раз, и в раму. Следующий замес подольше. Подольше хочется. В другой момент остановиться, пожалуйста, тоже в раму. Можно вообще, не сходя с одного места, делать различные вариации, что, собственно, я и много раз делал и показывал вам. В этом-то и кайф, что бесконечное количество решений. Возможности большие, остановиться можно и решить по-разному, остановиться в любой момент. Так что мотив диктует слушать себя, как его выполнить, как его сделать, как решить уникально, так, как никто никогда. Доверие себе в этом смысле беспроигрышный путь и очень увлекательный. Я уже много раз, наверное, рассказывал про Саржента и Уистлера, и Саржент славился мазком великолепным, каким-то таким вот прям эффектным. Но как это достигалось? Уистлер как-то наблюдал за ним, разговаривая с натурщицей, а Саржент, значит, один раз положил мазок, счистил, второй раз счистил, и так 15 раз. Только 16-й раз ему понравился вот этот мазок, эффектный, казалось бы, на одном дыхании. А сколько страданий, сколько раз он пробовал и счищал? 15 раз. Это говорит о доверии самому себе, о поиске, о неудовлетворенности и поиске того, что вот получилось. Да? И мазок, казалось бы, не все вместе, а мазок. Вот он эффектный или нет, один мазок. И может держать всю работу своим эффектом. User TB4, как вы относитесь к текстурным основам? Работали ли на сырой фузе или сухой? Нет, не работал. Может, экспериментировали с текстурными пастами? Нет, не экспериментировал. Мне достаточно масляных текстур, которые получаются в результате замесов. Просто я ими управляю сознательно. Где-то делаю жидко, первые слои, да, прописываешь, все, так идешь, подбираешься, потом бац, и густо. И вот эта фактура в соседстве с простотой создает такой вот диапазон звучания. Звучит, даже если там что-то не попало, звучит. Мне нравится делать имприматуры разных цветов, так что вот этого достаточно. Имприматуры, причем разных, на одном холсте разными цветами. И потом они где-то там просачиваются, начинают жить своей жизнью вместе с тем, что я там по ним пишу, и объединяют звучание холста в один аккорд. Друзья, предновогодняя акция до 60% в моей онлайн-школе
на уроки. Заходите на сайт и посмотрите, выберите что-нибудь, мне будет приятно. User PX4, работа с самоваром вашим. Хорошие слова тут в стиле, и чувствуется влияние Федина, наверное, Фешина и Коровина. Ну, многие влияют, это замечательно. Пусть влияют, чем больше, тем лучше. Это идет на выработку своего стиля. Простите, но почему вы не напишете жанровую тематическую работу с присутствием людей в кадре? Я работаю над эскизами к таким некоторым работам. Какого-нибудь повествования. Ведь размах вашего, ну, дальше хорошие слова. Спасибо большое, PX4. Но даже если бы я не работал над вот какими-то там жанровыми композициями, которые мне действительно интересны, даже если, разве недостаточно того, что художник пишет, то, что его сильно возбуждает, что ли, да, сильно интригует, радует, что заставляет его вот бросить все дела и писать какой-то мотив. Обычный, просто, я не знаю, тропинка какая-нибудь. Слушаю себя. Бывают такие моменты, что не хочется писать, хочется просто побыть, ну, вот, в каком-то покое, ничего не делать, например. Зачем себя в этом смысле насиловать? Просто это великое дело, когда ты слушаешь себя. Вот это нутро, оно подскажет, что делать. У меня много довольно-таки плейлистов на канале, можете в них порыться. И один называется «Живопись с натуры». Процесс показывается. В конце ролика будет баннер, нажав на который вы сможете посмотреть, как писалась «Русалка». Небольшая работа с натуры. Посмотрите, будет интересно.